Доброе утро! Решила с вами поговорить, посоветоваться, обсудить важную для нас тему. Мы не знаем, куда нам поехать. У нас через недельку отпуск, и мы думаем, ломаем голову над тем, куда нам поехать на кемпере. Вот сейчас за чашечкой кофе мы с моим бельгийским партнером хотим с вами посоветоваться, хотим обсудить такую вот тему, куда поехать на кемпере. У нас отпуск через недельку уже запланирован. У нас отпуск 4 недели. Мы можем уехать на 4 недели на нашем кемпере. И мы думаем, куда нам поехать. Есть варианты. Но хотелось бы обсудить все это с вами, послушать, может быть, какие-то от вас советы. Может быть, кто-то знает классные места интересные. Для начала расскажу, что наш кемпер старенький, и он едет 90 максимум, 90 километров в час. У него 1.9 дизель, да, мотор. Без турбо. Да, и, естественно, сколько у него лошадок? 69 лошадок всего лишь. Да, короче, у него всего лишь 69 лошадиных сил. И поэтому это такой, как бы, небольшой минус, потому что мы на кемпере можем... Мы хотим просто ехать не больше 4 часов в день, это максимум. Это прямо. Да, где-то 80 километров в час, и мы не хотим больше 4 часов в день ехать. Конечно, если бы это был новый кемпер, как мы сейчас недавно смотрели в магазине, делали обзоры, да, было бы, конечно, круто, который может и 120 поехать в час, и лошадок у него побольше. Но мы отталкиваемся от того, что мы имеем, что у нас есть. Да, на сегодняшний день 1.9 дизель, 69 лошадиных сил. И поэтому для нас, конечно, взять какую-то очень далекую точку, до которой вот хотелось бы доехать, да, по типу Скандинавии, было бы круто, хотелось бы. Но мы понимаем, что нужно будет ехать каждый день. А это все-таки отпуск, это все-таки отдых, и хотелось бы куда-нибудь вот приехать, недалеко доехать, да, и там постоять, понаслаждаться, поночевать несколько ночей. Потому что мы вот говорили про Скандинавию, про Данию в том числе, да, что мы можем доехать и до Дании. Но это реально нужно будет ехать каждый день. Так вот, хочу еще добавить по поводу Скандинавии немножко, потому что сейчас тепло, осень, вот сентябрь уже на носу, и, в принципе, погода хорошая, и хотелось бы в Скандинавию съездить именно в такой период, какой-нибудь летний, и вот начало осени, потому что в холодный период точно на кемпере мы не хотим туда ехать, тем более на стареньком. Все-таки холодно, дороги, лед, заморозки, и ночевать тоже холодно, и день короче. Так что вот мы как бы про Скандинавию думали. Мы вот были недавно, в мае месяце, в Италии, и нам очень понравилось. 1000 километров нужно было сделать до границы Италии, чтобы уже попасть в эти итальянские Альпы. Мы доехали до города Тренто. Нам понадобилось... В общем, мы больше и дольше ехали, чем мы находились в самой Италии. Мы очень любим Италию, обожаем. Нам очень нравится еда в Италии, люди в Италии, природа в Италии. Тем более вот эта вот северная часть Италии, которая имеет горы, она восхитительная. Так что мы за 2 недели нашего отпуска мы долго ехали, потому что тоже устаешь. Мы где-то 3 дня
Да, вот на 4-й день мы доехали, 3 дня мы находились в Италии, потом мы с одного городка поехали в другой городок. Ну и, в принципе, на этом ты понимаешь, что твое путешествие подходит к концу, тебе уже надо возвращаться домой. Все-таки ты закладываешь какое-то время на то, чтобы ну, доехать до дома, берешь какой-то запас. Поэтому Италия очень соблазнительна, соблазнительный вариант. И я вот не знаю, если мы на 4 недели в данный момент, да, имея 4 недели, поедем в Италию, то опять-таки надо будет решить, какую часть Италии мы хотим сделать. Сапожок вот с этой части или вот с части, где находится Пиза, Рим, Позитано. Вот. Или, если я не ошибаюсь, вот здесь Напол, как это, Наполи, тоже там, да, получается? Окей, ну это надо карту в руки брать. Да, там Хорватия граничит. По поводу наших 80 км в час, все-таки не 90, потому что когда горка или что-то, вот в среднем он едет 80. Посылочка пришла, я тут заказывала кое-какие вещички и для кемпера. Я сейчас посмотрю, пришла ли эта штучка для кемпера. Так, перчатки для уборки. Это, в принципе, и в доме, и в кемпер подойдет. Лови. Сейчас посмотрим. Ой, сколько разных штучек. Это надо звать Маркизу под эту распаковку. Потому что для нее тут тоже... Вот, да, вижу, вот, пожалуйста. Вот, наклейка. Потому что нас на трассе обгоняют фуры. А когда тебя на трассе обгоняет фура, это значит, ты слишком медленно едешь. Но мы не можем ехать больше. Конечно, мы заказали фильтры, да, воздушный фильтр заказали, фильтр для дизеля. Сделаем небольшой on the road, сделаем небольшую проверку, поменяем масло и надеемся, что мы сможем хотя бы 90 км в час ехать. Но, Лап, я вот хотела зрителям рассказать о такой интересной философской вещи. То, что наш кемпер едет 80 км в час. Я хочу сказать, что в какой-то степени вот это вот учит тебя замедлиться в жизни. Потому что мы слишком напряжены, бегаем как белки в колесе каждый день. И будучи в отпуске, многие люди тоже не замечают того, что они продолжают жить в таком вот ритме. Встал, пошел на завтрак, покушал, побежал на экскурсию, посмотрел это, посмотрел то, поплавал в бассейне, поплавал в море. Опять, и вот это вот, вот такой вот ритм беготни какой-то, да, ты не можешь остановиться, замереть и выдохнуть. А вот на нашем кемпере мы это прочувствовали на себе, потому что в первые поездки, как это было, Лап, в первые поездки? Мы такие, ура, мы едем, мы сейчас доедем до вот этой вот красивой точки. 1 день, 2 дня едем, 3 дня, на 4-й день мы доезжаем. И это прекрасно, потому что ты учишься ценить и наслаждаться моментом, ты учишься просто принимать все, как оно есть. И на самом деле это очень важно, просто замедлиться. Поэтому, когда мы стоим где-нибудь в лесу, и у нас нет подключения к электричеству, мы вообще про это не нервничаем. Мы просто наслаждаемся тем днем, тем моментом и тем местом, где мы есть. Так что на сегодняшний день мы имеем старенький кемпер. Мы очень довольны, что на нем мы можем ездить, отдыхать. Поэтому поднимается вот такой вопрос, поднимается вот такая тема о том, куда нам ехать. Про какие направления мы еще думали? Мы еще думали про Францию. Мы, когда были в своих первых путешествиях, встречали тоже людей на кемперах.
общались, они все очень приятные, интересные, общительные, и нам очень-очень многие советовали, что, пожалуйста, поедьте во Францию. Вы не знаете, что вы теряете. Потому что именно на кемпере, вот они говорят о том, что именно на кемпере поехать во Францию очень интересно, красиво и восхитительно. Мы, если честно, не думали над тем, чтобы поехать во Францию. Но после таких разговоров начали задумываться, начали смотреть по карте, куда бы мы могли поехать. И оказывается, что действительно Франция большая, она имеет она имеет очень много красивых мест. Мы вот, например, живем в Бельгии, да, и у нас есть французская часть, которая принадлежит Бельгии, Арденны. И бельгийцы очень любят туда поехать, ну, отдохнуть, тоже там делают кемпинг и так далее. То есть это часть такая французская, и она богата природой. И мы задумались над этим вопросом. Возможно, действительно нам нужно и можно поехать во Францию, потому что вот эта вот северная часть Франции, Нормандия, которая, да, очень красивая. И туда, с Антверпена, нам ехать до вот Нормандии самой, до вот этого вот замка, я не помню, как он называется, знаменитый такой замок, все туристы к нему ездят, 700 километров, 650, может быть, вот, именно до той точки. Но уже будучи на вот этом вот побережье, ты уже видишь много красивых мест, ты уже видишь океан, природу и совершенно другую Францию. Вот. Так что мы думали о том, что, может быть, поехать все-таки в Северную Францию, побыть там, понаслаждаться там, но, знаешь что, там немножко прохладней, чем вот, допустим, у нас в Антверпене, чем погода, вот, потому что северная часть немножко прохладнее там будет. Все, кто ездят, они говорят ветрено и прохладней. Но опять-таки, какая разница? Погода есть погода. Теперь хочу сказать про южную часть Франции. Раз уж мы говорим про Францию, мы подумали, может быть, поехать нам в южную часть, на Лазурный берег. Все-таки мы на Лазурном берегу встретились, познакомились. Там начались наши отношения, можно так сказать. И мы там не были с момента того, как мы там познакомились. Мы туда не ездили еще ни разу. И мы подумали, может быть, действительно поехать именно к морю, там побывать. Но мы не знаем, ты не знаешь, Лап, как там насчет вот кемпинга? Кемперы ездят, нет? Все-таки это Канны, Ницца, Монако, там такие места. Ik denk niet dat we per se naar daar gaan, Да. maar dat wij die kanten gaan. То есть мы Montpellier, Marseille. Марсель, Монпелье, да. То есть не в центр Кан мы поедем, не в центр Монако на нашем старом кемпере мы поедем. С Lamborghinis. Да, между Ламборджини. Вот, ну, вот просто в южную часть Франции. Так, вот этот вот вопросик. Мы про Францию думали, про северную, про южную Францию мы думали. Либо же, если будет настроение, мы уехали в Францию, да, мы просто всю ее объедем, если захотим, например. Так? Дальше. Я очень люблю море. Мы, в принципе, любим и купаться, и загорать. Думали про Испанию еще. Что вы думаете насчет Испании? В Испании мы были один разочек. Брали там машину в аренду. Мы жили, кстати, в такой красивой вилле небольшой, но она была 40 минут на машине, нужно было к морю ехать. То есть мы, конечно, покатались много. Что нам в Испании нравится? Очень вкусная еда, вкусное вино, интересные люди, веселые, как по мне, испанцы. Такие... Я помню, я когда ездила на машине, на арендованной, на коробке передач, не автомат, а механика, и когда я на каждом кольце глохла, никто ни разу вообще не посигналил, не поторопил. Настолько люди спокойные, настолько
настолько вообще. И этому нужно поучиться у испанцев тоже. Сиеста. Сиеста у них, да. Полиция там тоже, они там с часу до 5 нас не беспокойте, мы там отдыхаем, кушаем, спим и так далее. Мы вообще любители по ресторанчикам ходить, но по таким локальным местам, по таким ресторанчикам для местных, которые не туристические. Вот мы любим вот такой вот настоящий вот вайб той страны, в которой мы находимся. И очень любим готовить дома в кемпере, имея такие красивые виды. Вот. Испания, хочется, Испания тоже. До Испании сколько ехать? Мы уже были в Испании в Аликанте и Мурсия, в той части. На море там тоже были. Приятное там море, водичка, пляжики интересные тоже. 1700 километров до Валенсии. Maar dat is langs Zuid-Frankrijk. Да, если мы возьмем этот, Montpellier, да, если мы возьмем этот маршрут, то мы будем ехать через Францию, получается. Sowieso. По-любому, да, через Францию едем. Zuid-Frankrijk. Зет, это у нас что? Юг Франции. Ну так вот, хочу подытожить, что по карте. Значит, по карте до Нормандии 650 километров, 700. До Валенсии в Испанию, это уже немножко дальше Барселоны будет, это где-то 1700 километров нужно сделать. До юга Франции Марсель, Монпелье, туда нам 1000 километров. Если мы говорим про Италию, допустим, до точки Наполи, забыла как по-русски, туда нам где-то 1600 километров. Получается, да. Voorbij Rome. Да, мы проезжаем Рим, 1600 километров. И Дания, Осло, туда тоже 1600 километров. Поэтому вот мы немножко растерялись именно, куда нам поехать. Просто поехать и смотреть по обстоятельствам, как долго мы будем ночевать на одном месте, или как долго мы будем каждый день ехать. Или вот поехать все-таки в какую-нибудь вот часть Европы, где мы еще не были, потому что Скандинавия для нас это вообще что-то новенькое. Мы никогда не были там, и мне кажется, что в Скандинавию лучше всего, конечно же, ехать только на кемпере. Вот. Франция тоже заманчива. Франция рядышком с нами. Почему бы не сделать Францию, раз уж она рядышком с нами? Италия. В этом году мы были в Италии, но мы все время хотим в Италию. Так что вопрос будем решать. Может быть, расскажете, посоветуете, какие-то, может быть, дадите направления, опытом поделитесь. Будет замечательно. Чтобы вы понимали, 1700 километров — это 24 часа езды без остановки. При скорости 80 километров в час, да, где-то так, это ты просто без остановки едешь. Естественно, даже на нормальной машине ты этого не сделаешь, чтобы подряд ехать 24 часа. Поэтому вот такой вопрос и возникает, что хотим ли мы выбрать вот эту вот далекую точку, потому что когда ты туда едешь, все прикольно, все классно, а когда ты думаешь про дорогу назад, ну, ты уже уставший, если честно. Плюс я не езжу на механике, я не вожу этот кемпер, к большому сожалению. Вот. Поэтому мы немножко в растерянности. Варианты есть. Их много, мы этому тоже рады, тоже будем решать, выбирать и хотим прислушаться к вашему мнению, что вы скажете. Ну что, друзья, тогда уже увидимся в другом путешествии. Голосуйте, советуйте. Мы будем рады обратной связи. Всем хорошего дня. Желаю всем прекрасного отпуска, если он у вас есть, и побольше мечтать.
Ну, в общем, так как я уже отпечатала посылочку, покажу уже, что пришло. Так, это у нас такой не поводок, а он получается для маркизы, для нашей кошечки. Видите, это вот, чтобы в машине ее возить. Здесь вот цепляешь на ее поводочек, да, как сказать, на вот этот вот, короче, для ошейника. Вот, цепляешь на ошейник, в машине ее пристегиваешь, и, в принципе, она никуда у тебя не сбежит, не будет бегать по салону. Вот. Вот такая вот. Кстати, лап, Вильяма же привозили вот именно с таким. Его пристегивали в машине именно вот такой штучкой. Так что я тоже решила заказать такую штучку. Я не знаю уже, что это, если честно. Сейчас будем вместе смотреть. Без понятия, если честно, что это. О, знак 90. Но ты сказал, что мы 90 ехать не можем. Один знак пришел просто вот так, другой хорошо запакованный. Прекрасно. Да, только если мы с горки, да, катимся, то 90 можем ехать. Так мы будем клеить два знака 80 и 90? Один только, да, 80? Ну, хорошо. Так, это подарочек я взяла ребенку. Подружка у меня есть хорошая, у нее девочка. Я видела, короче, рекламу. Очень хорошо развивает твои такие креативные навыки. Здесь такой пинцетик, и получается такой альбомчик с разными наклейками. И ты вот делаешь, допустим, комнатки, как бы проектируешь и наклейки клеишь. Так, ты к этому не готов. Ты к этому не готов. Персонализированный коврик. Маркиза. Если честно, я думала, что он будет побольше. Но достаточно. Еду ставить. В кампер можно тоже, если мы маркизу будем с собой брать. Лови. Так, чехол для моего телефона. Чехол. Прикинь. Короче, на фотке он был весь в таких пайетках. А пришел просто рисунок пайеток. Говно полное. Ой, ужас, Китай. Ты к этому не готов? Посмотри, пожалуйста, что здесь написано. Сейчас покажу поближе. Это для нашей мерседесочки. У нас кошечка такая есть. Я там написала свой номер телефона. Вот, и вот колокольчик, чтобы никто не потерялся, если она вдруг сбежит. И должно быть такое же... Да. Угадай, какого цвета для маркизы ободок? Такой же. Помнишь, я ее фоткала? Помнишь, я ее фоткала, ты сказал, вау, ей так идет этот цвет? Нет. Да. Вот оранжевый. Вот он, маркизочка. Так. Знаешь, что это? Напишите, пожалуйста, кто с этим сталкивался. Все ли вот это вот чистенько? Потому что это такие вот закрывашки, да, одноразовые на еду. Вот если ты что-то не докушал, в холодильник хочешь поставить, и ты одеваешь вот такой пакетик на тарелку, на кастрюльку, на что угодно. И у меня вопрос. Достаточно ли это все гигиенично? Когда мы просто разговариваем. Ну, YouTube вырежет такое. Я их просто называю гондончиками. На этот самый.
Вот. И последний лот. Вдруг мы поедем в Испанию или на Arriba! побережье Франции, да, с вишнями купальник. Cherry. Вот. Такой вот. Не знаю, надо мерять. Маленький, не маленький. Это все надо мерять. В принципе, все. Такая посылка. Чехол полное разочарование просто. Думала, с камушками будет. Ну что, до следующих встреч. Пока.